Привет всем! Вот в очередной раз в гостях у Игоряши. И будем мы сегодня делать мясо в гранатовом соке. Да, это как эксклюзив. Мысль однажды пришла такая, как-то попробовали сачок на рынке, ну понравилось, вкусный, и взяли с собой бутылочку. И вечером вдруг что-то в голову чухнуло, надо что-то такое приготовить. Было несколько кусков свининки, и как бы появилось новое блюдо. Возможно, где-то я это видел, но в голову что-то мысли не приходит. Как бы ингредиенты некоторые встречались в других блюдах, а здесь получилось действительно шедеврозно. То есть это чистый гурманизм. Вот профессор Преображенский твердит. То есть мы не только с вами приготовим, да, но еще и попробуем все это дело. Ну что нам надо? Ну что нам надо? Все очень просто. Значит, сейчас мы, кстати, метнемся. Обычно использую ананас с колечками, который нарезан, консервированный. Персик тоже консервированный. Соответственно, нужен гранат. Но мы будем использовать уже готовый сок. Ну, чтобы не процеживать все это дело через марлечку. Там, но не показывать весь процесс, как выдавливается. Ну и так как нас трое, у нас 3 кусочка свининки. Вот, берем, как правило, шейку или шейку на косточке. Лучше всего получается. То есть свининка лучше, ну, по крайней мере, мне нравится, когда она с жирком. Это шея. Да, шейка. Вот, так что если у вас эти ингредиенты есть, можете исполнить такое же блюдо, поверьте, очень вкусно. Одной вещи не хватает здесь, которую мы чуть-чуть попозже вам покажем, когда будем уже накрывать стол. Но это как интрига в данный момент. Итак, что нам сейчас надо? Мы берем... Мы сначала берем свининку, вот, ее надо посолить. Поперчить. Так. Перевернуть. И повторить этот процесс еще раз. Посолить и поперчить. Она у вас должна после этого полежать, ну, хотя бы часов. Вот, часик она, так сказать, просолится, проперчится, полежит. И после этого мы всю эту замечательную хрюшечку возьмем и зальем гранатовым соком. Ну вот, час, собственно говоря, прошел. Мы укладываем в блюдечко нашу хрюшечку. Свинячка, свинячка, свинячечка наша хорошенькая, вкусная. Да, не забудьте перед тем, как готовить, руки помыть. Так. Раньше я просто выдавливал гранаты, бросал его вместе с косточками. Единственная проблема была потом эти косточки отсюда убрать, со свинятинки. Вот. Будете брать сок, как говорится, в принципе, вот на вкус и цвет товарищей нет. Я предпочитаю кисло-сладкий. То есть бывает совсем спелый гранат. Вот, и, как правило, он различается несколько друг от друга. Мне больше всего нравится кисло-сладкий. Ну, вам на вкус, смотрите. Вот. И вот в таком виде мы оставляем нашу свинятинку на 1,5-2 часа. То есть она должна пропитаться соком, впитать его в себя. И после этого мы продолжим. Вот. Периодически я ее переворачиваю здесь, чтобы она, как бы, сок распределился более-менее равномерно. Ну, собственно, мясо у нас фактически готово. Прошло сколько у нас по времени? Слушай, ну у нас прошло так, это было час 45 прошел где-то. Ну, пока мы сейчас будем готовить гарнир, простой рис под это блюдо, как раз минут 15-20 пройдет, и будем жарить вместе с соком. Вот. Поэтому рис у нас вообще в пакетиках очень удобно. Солить не забыть, водички налить. Воды главное не забыть налить. Да. Красноватая стала.
или розоватый, я бы сказал, такой интересный цвет. Ну, цвет приобрел, поменялся. Да. Вот. И его выложим так, чтобы оно сок, вот, который сверху находится, да, чтобы он немножко сошел. Потом перевернем. Так. Эй. Эх, елки-зеленые. Ёпсель-мупсель. Готовим 3 кусочка, потому что у нас 3 сегодня. Сейчас бабушка спустится. Она любит хомячить. Так. Мы ж метнулись, еще ананасик взяли. То есть живой будем использовать. Это вкуснее. Итак, рис стоит. Мясо лежит. Ждем вас через несколько секунд. Так. Вот так вот, хоп. И у нас персики. Персики. Возьмем ложечку. Ложечку. Так как у нас 3 кусочка, нам понадобится 3 персика. Ну, кто персики любит, можете не 3, а 6. Так, персики. Здесь вообще волшебная штука вот такая вот подарили мне. Вот такая вот волшебная штучка у нас вылезает. Здесь так много ананаса остается, что просто выбрасывать жалко, честное слово. В нем можно было бы сварить какой-нибудь рис или салатик какой-то сделать. А потом ложками оттуда есть. С морепродуктами можно, кстати, рис сделать. Сюда и будет бомба. Любимое мясо у нас не ест. И мы ей дорадочку сделали. Такую шикардосную. Сейчас пока будем жарить. Пока мы будем жарить мясо. Так, и рыбочку запечем в духовочке. Игорь борется за звание лучшего мужа года. Да, ну, это же не 8 марта. Но все равно приятно. Женщине будет. А Кирюшке мы сейчас чашечку кофе сделаем. Так, это термочашечки и вообще выглядит, конечно, шедеврозно. Да? Благодарю. Так. Ну и что ж, начнем жарить мясо. Вот у нас волшебная сковородка такая, тоже подарок друзей, знакомых. Маслица чуть-чуть плескануть сюда. Так, размажем его аккуратненько по всей поверхности. Так. Сковородочку надо как следует раскалить. У нас шедеврозная чугуневая сковорода. И, собственно говоря, мясо жарится минуты 3 с одной стороны и минуты 3 с другой. И фактически готово. Кто любит, кстати, чтобы прямо корочка сверху была, возьмите обыкновенную газовую горелочку и после приготовления вот буквально чуть-чуть ее, и получается прям такая вот хрустящая, потрясающая корочка. Теперь осталось нам сервировать все это дело. И завершающим, так сказать, моментом всего этого произведения является секретный ингредиент. Либо это, либо вот это. И кладем мы всю эту прелесть прямо в серединку ананасика. Много ее не надо, вот буквально по чайной ложечке. Когда вы будете отрезать кусочек мяса, будете добавлять туда чуть-чуть черной смородинки. Снимаем пробу. Начнем дегустировать.
Слушай, ну, ты когда-нибудь с ночевкой приедешь, чтобы по рюмочке дернуть, а то Песня. как-то просто есть мясо грустно. По бокальчику красненького сейчас было, самое то было. Бокальчик красненького, а то вот с облепиховым компотиком. Правда, шедеврально. Мясо получилось изумительное.